простое. Ага. Этого я боялся. Блокировку включим. Не хочет. Сейчас раскачаем, пойдет. Выключаем. Итак, вечер добрый. 6 января, день предрождественский, город Артем, местное время 7 часов вечера. Скажу я так, в общем-то, тут нормально. Стоянка. Я здесь отстоялся 2 числа. Сегодня, повторюсь, 6. Сходил в душ. Прекрасный душ на мойке. Ну, только что удобство на улице. А так... Сегодня тут поужинал, загрузок нету, мне сказали, все, дадим конкретик, то есть пообедал, ну и что-то это, придремал в тепле тут, лежачи на спальнике. И мне звонок. Сейчас мы батю, это, кстати, батя и был, когда я здесь. На Рождество был. Наступающего Рождества! Так, немножко надо газку, чтобы я здесь сейчас поднялся. Разворачивайся. Вот. А, тут поворот налево запрещен. А, здесь надо это. Как-то я видел, да. Я как-то видел, люди через заправку проезжали. Тут поворот налево запрещен. Ну ладно, поехали дальше, чуть-чуть развернемся. Мне звонок. Так и так. Да, надо было вот через заправку направо. Блин. Ладно, поехали сейчас дальше. Я уже поздно пить боржоми, когда почки отказали. Это. А завтра 7-е, Рождество. Ё-моё, 7 километров до разворота показывает. Нифига себе. Блин. Надо было все-таки крутить через заправку. Ну ладно уже, что сделаешь. Мне звонок был так и так. Хоть завтра и Рождество, ну вроде бы как тебя, возможно, завтра загрузят. Едем мы с вами в город Находка. Едем в город Находка. Какими-то погрузчиками надо грузиться на Пышму, по-моему. Да, на Верхнюю Пышму. Ну, Екатеринбург, в общем. Я говорю, как так-то? Завтра же Рождество. Ну вот, экспедиция сказала, завтра утром надо быть.
типа, мамой клянутся, тебя загрузят. Думаю, что на завтра откладывать, сегодня поеду, батарейки заряжу. Надо так надо, поехали. Я уже настроился, думал, может завтра, послезавтра ломанусь во Владивосток. А ты, говорит, там наша машинка стоит. Я позвонил ему, говорит, мне сказали, говорит, водитель, что никто, все, только до понедельника. А ща, ну ему там, на складе так сказали. А потом говорят, с экспедиции с нашей сказали, что Минск сказал, что типа там договорились, якобы Москва там даст команду и якобы нас завтра загрузят. Ну, поедем проверим, правда это якобы или неправда. Тут я не развернусь, если я здесь. Все-таки вот здесь, если я здесь направо уйду, что Машка рисует ехать, разворачиваться черт знает куда. И если я тут направо уйду, я назад там по соседней улице не выйду. Это ладно, главное, чтобы я тут не вбился куда-нибудь так. Наверное, я вот по этой соседней улице сейчас и проеду. В обратном направлении, если проеду, конечно. Все-таки надо было через заправку. Там. Ну ладно, буду знать на будущее. Вот, но, может быть, все-таки не совсем фортуна повернулась ко мне задом. А то уже все, сами понимаете, настроение подгулявшее. Блин, главное сейчас тут по этой улочке никуда не влезть. Ни под что. И ни под как. Настроение подгулявшее, потому что, все-таки расчет-то был, что загрузят до Рождества. Ну, загрузиться на Рождество тоже как бы вариант неплохой. Чтобы не стоять до 9-го. Плохо, что, конечно, сейчас уже темно. Но если оставаться до утра и поехать утром, то все равно будет то же самое темно, чтобы часам к 9 туда приехать. Не, поеду-ка я сегодня, потому что, заодно батарейки заряжу, а то уже приходится их гонять по часу, утром, вечером. И что, и может фартанет, не фартанет. Я ни разу в Находке не был, первый раз в жизни еду в Находку, мне сейчас, вот сейчас показывают 150 километров, но с этой загрузки, со стоянки показывал 147. Я так подозреваю, я сейчас и выйду туда же, где я тогда и стоял. Просто там, видите, нам налево нельзя поворачивать было. Поворот налево был запрещен. Умные люди проехали через заправку. Я просто как-то ходил, когда ходил, видел там ЭТК, раз там через заправку крутанулся. Ну, я что-то вдруг мне показалось, что я там развернулся. Там, оказывается, поворот запрещен. Ну да ладно. Сейчас куда-нибудь же выйду, по идее.
ты пикаешь-то еще, господи. Что это с ним, вы не знаете? Я ему что, мешал или что? На дорогу вылез. Странный какой-то чел попался. Поехали в находку. Хоть куда-нибудь, главное не стоять. Настоялся уже все. Поехать хоть немножко это для разнообразия. Прокатиться. Вы превышаете допустимую скорость. Проснулась. Не мог ее что-то включить. Замерзла она тут, что ли? Или затасковала на этом стекле. Я ее тыкал, она не включается. Я говорю: эй, подруга! Дней моих суровых. Потом что-то раз отдуплилась. Я здесь, говорит, таким голосом, заспанным таким. Ты что, говорит, Рождество завтра. Куда собрался? Поехали. Сказали фас. Куда я выеду? Куда-то ж выеду. Потемками. Сейчас все время потемки. Да, я к этой же заправке выезжаю, на эту же улицу. Километров 5 кругаля дал тут. Небольшенького. Обещали снег сегодня в пятницу, но что-то снега нет. Слава богу. Ё-моё, идет по обочине. В темноте его не видно нифига. Да, туда же я и выполз. Ну и слава богу. Хорошо. Так что вот такой расклад. Дай бог, может быть, все-таки и повезет. Так бы вот заправка, вот отсюда бы и выскочил. Через 300 метров поверните налево. Успеем, зеленый? Должны. Чего нет-то? Итого 147. 30 метров поверните налево. Через 3,3 километра будем опять куда-то уходить. Короче, на находку я дороги не знаю. Повторюсь, я там еще не был. Это еще такая, вообще такая, чуть дальше Владивостока, да, понимаете? Это как-то раньше казалось, ну когда-то давным-давно, крайняя точка — это Алматы. Кажется, нифига. За Алматы еще есть Талды-Курган. Я помню, раз туда поехал. Был там. 10 дней там прожил. Меня гнали как собаку с Франции туда. Вез семена сахарной свеклы. А гнали чего? Чтобы я в случае зависалова стоял не просто так, а на простое. Получалось как? Я туда прилетел. Я даже боюсь вам озвучивать эту цифру. Дней. Хотите, верьте, хотите, нет. Но я приехал с Лиля,
это во Франции. Талды-Курган за 8 дней. Вот мамой клянусь. Хотите верьте, хотите нет. Можете загуглить расстояние. Это со всеми границами. Ну, какая граница с ЕС, ну, граница с Казахстаном, там, ну, паспортный контроль. Я когда туда приехал, там этот шеф казах, ну, а азиаты что такие, глаза зауженные. У него глаза стали такие с 5-копеечную монету. Он говорит, как? У нас, говорит, люди 15 дней едут. А я стою, меня качает. Я сутки спал после этого. Ну а пёр-то чего? То есть я приехал в четверг, как бы 2 дня было. День на растаможку, на разгрузку. И потом начинался вот этот там Новый год местный, я не знаю, как там, Наурыз, по-моему, называется. Да, Наурыз. И там что-то очень большие гуляния. В общем, неделя гуляний там. Казахстан гулял неделю. Я говорю, у вас 2 дня. Приехал, правда, потом этот декларант ко мне с документами. Ну, на завод я заехал на территорию, все. Декларант ко мне приехал, говорит, это, братан, говорит, даже, говорит, не рассчитывай. Тебя тут никто не ждал. Я говорю, верю. Я сам был в шоке от того, что я утворил. Но факт налицо. Я приехал за 8 дней. Хотите верьте, хотите нет. Дело ваше. Так, подождите, чтобы я тут с вами не заговорился и не уехал куда-нибудь в Уссурийск. Нет, тут сейчас где-то надо направо будет сворачивать. Вот. Ну, по итогу, конечно, никто мне ничего не растаможил. Ну, а там у них, получается, в Талды-Кургане был этот сахарный завод. И километров через там 30 за Талды-Курган, там в какой-то деревне. Они мне говорят, у нас там гостиница, машину оставляешь здесь, сам едешь туда. Там живешь в гостинице, все. Там какие-то продукты, повар приходит там туда-сюда. Находка направо, вот нам сюда. Я говорю, ну ладно, давайте, поехали. Я, наверное, прожил там в этой гостинице дней 5. А почему? Ну, телевизор. Тогда еще такого интернета не было. Я не помню, какой-то год был там что-то. Год тоже, может, там 11, 12, я не помню точно. Ну что это, 10 может. Что-то такое-то. 8, 9, ну, в общем, где-то так. А по телевизору, ну, в номере телевизор был в гостинице, все, там приходила какая-то повариха, там что-то готовила, там какие-то продукты, рядом рынок, там магазины, все. Водка, вино, коньяк, там, ну, шашлык, машлык, там, короче, я там 5 дней отбичевал. По телевизору 2 канала показывают. Один полностью на казахском, а второй новости на русском, остальное все на казахском. Я это просто, ну, я же языка не понимаю, но я когда смотрел «Операцию И» и другие приключения Шурика на казахском языке, все, что я понял из этого фильма, это фразу «Бомбарабея Киргуду». Я ее даже перевести смог. В общем, я по итогу на 5-й день сел в такси и, короче, сбежал я оттуда. Думаю, поеду в машину. Во-первых, в машине у меня тогда был, ну, у нас там DVD было. Тогда сваты, знаю, что тогда уже появились. Не помню только какие. Ну, там хоть фильмы какие-то, ну, хоть что-то. Приехал на этот к заводу. И не пускают. На территорию охрана. Ну, Новый год же все гуляют. Ну, как так-то? А стоит охранник возле... На территорию пустили, стоит охранник возле машины. И говорит, я говорю, что ты тут делаешь? Говорит, пломбу охраняю. Ну, охраняй. Ну, там по итогу разобрались, все, пустили меня в машину. Начали первый рабочий день, все вышли после Наурыза. В 11 часов накрыли стол, говорит, прямо там на фирме, говорит, давай к нам. Я говорю, какой говорит, дорогой? Будет завтра. Я понял. В общем, по итогу я там 10 дней тогда прожил. Тот подвиг это в кавычках можно назвать. Тот идиотизм, который утворил,
8 дней у меня получился рейс. Ну, доставка семян. Вот. Я уже не помню, к чему я рассказывал. Почему же рассказывал? Совершайте допустимую скорость. Короче, не знаю, ну, что тут снимать. Дорога, ну, сейчас тут темно. Все равно ничего не видно. Погнали в находку. Побываем в находке. Тоже интересно. Согласитесь. Первое впечатление по этой дороге, да, мне чем-то напоминает дорогу по Грузии. Так вот, деревни, вверх-вниз, вправо-влево, горки, перевальчики. Такой один уже был такой, этот, даже 2 восьмерки пришлось нарисовать. Не разгонишься, едешь 30, 40, 50. Тут мне еще 106 километров до места, я уже час как еду. Совершайте допустимую скорость. И вот так вот тут в деревни какие-то заезжаешь. Ну, понятно, что тут вдоль побережья горная местность. Ну, вот какой-то такой вот ассоциация такая есть. Метров по главной дороге. Держитесь. Чем-то вот напоминает, как по Грузии когда-то ездил. Может, еще съездим. Особенно вот когда едешь, вот Крестовок переваливаешь, и вот ты потом до Тбилиси едешь. Вот что-то вот такое похожее. Держитесь левее по главной дороге. Радиус. На поворотиках тут. Сейчас в гору. Я только одно сейчас тут понял. Вот уже вот за эти вот несколько километров, что я тут проехал, тут 2-3 десятка. Повалит снег, ловить тут нефиг. От слова совсем. Даже, наверное, с хорошей развесовкой. Совершайте допустимую скорость. Не знаю куда, но в какой-то город приехали даже. Машка не пишет, она тут тоже первый раз так не понимает, где мы находимся. Это что за населенный пункт? Давайте, какой? Им красный свет, что ты останавливаешься-то? Ну и что ж они пешеходы? Им же красный горит. А вон впереди чувачок едет, вообще без света едет. А нафига он ему нужен? И со стопов у него только сзади полоска сгорается. Видите? Я где-то читал, что первый признак слегка неадекватного состояния или не слегка, люди забывают зажечь свет. А нет, у него спереди горит. Вру, извиняюсь. У него сзади просто габаритов нет. А нафига они нужны? Сзади нет ни одного габаритного огня. В какую горку сейчас будем трогаться? Маша, что за город? Фокино, о! Улица Карла Маркса называется. Мы здесь. Так, включим эту штуку, чтобы трогаться назад не покатилась на подъеме. Потому что вот такой подъем машина стоит, о, градусов под 30, наверное, в горку. Ну, короче, крутой подъем. Так, сейчас я педаль отпущу. Кстати, у нас, вы видите, 3000 километров подача, 3300 метров. Вот я педаль отпустил, а машина не катится назад. Начинаю ехать. Ой, я буксанул на асфальте. Буксуешь, ман? Да, я верю, подъем хороший. 3 снежинки упадет, хрен тронешься. Крым направо, ё-моё, поехали. Вон, 6 километров всего. Дунай, там Крым. Лето, пальмы, песок. Море.
светофоре и так тут есть. Вы превышаете допустимую скорость. Тронь, да? Трындычиху зацепите, все, после этого трындычиха как это... Та-та-та-та-та-та. Не спеши. Да, на круизе по этой дороге не проедешь. Так, тут чуть-чуть вот перед Фокино такой немножко более-менее прямой участок. Так вот, так, туда-сюда. О, поворотник работает. — 50 километров осталось. Welcome, дамы и господа. Город Находка. Можно еще одну галочку ставить. Еще один населенный пункт. Весьма отдаленный. Ну, скажем так, покорился. Знаете, такая гора здесь перед Находкой. Обалдеть! Ну, я вот вообще тут надо днем все смотреть, конечно. Ночью это все понятно, нифига не видно. Ну, такой подъем там, это право-лево, там вообще такой огонь. Ну и, соответственно, сюда такой же спуск. Все бы было бы прекрасно, все бы было замечательно. Заехал я сюда за 2,5 часа, осталось мне 2 километра до места. Если бы не одно но. Сначала загорелась вот эта желтенькая фигня. На топливо не смотрите. Это в 2 баках, оно уже заранее предупреждает, там еще литров 250. И потом мне выдала вот красненьким нарисовала. Через 800 метров въехать на дорогу. Нарисовала мне неисправность чего? Правильно, системы AdBlue. Ой, в общем, самое слабое место, я так понял, путем несложных умственных умозаключений, что в Мане это AdBlue. Ничего больше не нарисовал, никаких этих 20 тонн ограничений. Не знаю, меня сюда везет, другой дороги я не знаю. Это самое, что хотел сказать. То есть, ну, пока он ничего мне не ограничивал, у меня по дороге один раз загоралось, куда-то желтенького листать, стрелочка погасла. Это я в гору там с горы спускался, у меня загорелось это топливо. Ну, топливо ушло, там датчик сработал. Это самое. У меня загоралось это желтенькое, потом я заглушил, там что-то постоял, поехал, погасло. И вот сейчас к этому желтенькому добавился еще красненький треугольничек. Ну, больше пока ничего. Посмотрим, что будет дальше. Ну, как-то, не знаю, приехать домой, перед кем-то на колени упасть, чтобы мне его отключили. Это AdBlue. Кого-то попросить. Многим машинам поубирали. Так, стоп. Мне вот сюда. Так, тут надо пропускать. Значит, пойдем гулять по Находке, если зависнем. Мне вот сюда надо ехать. Я думаю, тут тоже есть на что посмотреть. В этом городе. Посмотрим, может погаснет, может так, что опять очередной глюк. А если нет, будем спрашивать. Это он пока ничего не написал. А потом возьмет, напишет там где-нибудь между Хабаровском и Читой, когда туда 900, туда 900. Напишет мне. Ограничение скорости 20 км в час. Тьфу-тьфу-тьфу, и будем 2 недели ехать. Плавали, знаем. Теплело. Вот я ехал минус 6, вот что-то стала температура. И вот сначала это желтенькое, а потом эту красненькую зажгло. Ну, говорю, больше пока ничего. Через 300 метров
600 метров до пункта назначения. Где-то там должна стоять наша машина. Так, куда тут направо? А, вон туда. Ну, прямо в порт приехали, ну. Вон море. Второй поворот. Завтра увидим. При свете. Там море, море, мир бездонный. Ай, что я показываю, там все равно нифига не видно. Это что, мы вот на этой дороге надо будет стоять? Если не загрузят, тоже еще та веселенькая перспектива. Или все-таки мы тут куда-то съедем? 100 метров надо повернуть направо, и, ну и типа мы приехали. Вообще мне вот сейчас надо направо повернуть. Меня в конечную точку привела. А где моя наша машина? На территорию не пускают. А где машина-то наша стоит, интересно? Надо сейчас ему позвонить. Где он тут? Вот сюда сейчас съедем. Сейчас я ему позвоню. Где он здесь стоит? Спит, может, уже. Время 10 вечера. Не должен, по идее. Трубку не снимает. Мне как бы вот моя контора, только где в нее въезд? Я машину не видел, может, я не заметил. В сети вроде написано. Может, перезвонит. Телефон пишет, что он в сети. Не отвечает. Я тебя понял. Ладно, будем думать сейчас. Я посмотрел, получается, я, наверное, не доехал. Вот, может быть. Потому что вот набережная 4, вот она справа у меня. Я вдоль нее еду. А, вот он стоит, я просто до него не доехал. Вон он. Видите, вижу уже. Не один, наверное. Так, как здесь уклон? В какую сторону? Походу надо так же, как он, ехать, разворачиваться. Да, вот тут не один. Раз кубик. Два кубик. Кубик. Тут одни кубики собрались. Вот, смотрите, что делается. 3 машины наших стоят. Я так понимаю, вот здесь, наверное, с правой стороны, вот здесь грузится.
Сейчас мы где-нибудь станем. Что вместо этого во дворус можно было бы хорошо так стать. Может вот сюда вот мордой заехать на заправке. Тоже было бы неплохо. Не надо вдоль обочины, на обочине стоять. Спрятаться на заправке и все. Автовоз стоит. Все, и не будет морда на дороге стоять. Потом задом выеду. Блин, тут ветки. Очень хорошо. Дальше не поеду. Пойду посмотрю. Пост не торчит на дорогу. Ну и все, это тут так вот и останусь. Видите? Неисправность системы отвлю. Сходил, посмотрел, еще чуть-чуть вперед процеднул, так левее взял ответок. Вдоль дороги там стояли целый день эти машины. А здесь все, вот морду спрятался сюда на заправку. Все, и стой. Пойду схожу. С народом поговорю. Двое это уже загруженные наши. Они сегодня загрузились. Утром просто поеду. Решили на ночь так автономку включаем. Вот. Ну а этот парнишка говорит, что мандаринку скушать. Говорит, что это. Ему конкретно сказали вчера, сегодня здесь, что никто вас грузить не будет. Мы выходные не работаем. Это раз. А второе, ну, сами понимаете, завтра Рождество. Наступит завтра, тогда и узнаем. Ну, я тоже так думаю, что Минск рубашку рвет, что там якобы дадут команду и нас загрузят. Завтра узнаем. Интересная тут дорога. Надо по светлому ехать. Так, вдоль моря видно. Ну и так, краем глаза воду видел. Так, включаем рацию. Ложим спать Машу. Время 10. Завтра к 9 пойду. Поцелую закрытые ворота. Будем стоять здесь. Говорит, заправки тут нельзя типа стоять. Выгоняю их, не знаю. Ничего тут мне не запрещает. Никаких знаков запрещающих нет. Автовозы стоят. Там вон эти машины ездят от нас заодно. Стоять там на этой дороге тоже. Ничего хорошего. Затем позвольте откланяться. Пойду за самоваром. Попьем чайку вечернего. И будем ждать завтра. С наступающим Рождеством. Сейчас, ну а вас уже с наступившим. Потемками.
все время потемки. Да, я к этой же заправке выезжаю, на эту же улицу. Километров 5 кругаля дал тут. Небольшенького. Обещали снег сегодня в пятницу, но что-то снега нет. Слава богу. Ё-моё, идет по обочине. В темноте его не видно нифига. Да, туда же я и выполз. Ну и слава богу. Хорошо. Так что вот такой расклад. Дай бог, может быть, все-таки и повезет. Так бы вот, заправка, вот отсюда бы и выскочил. Через 300 метров поверните налево. Успеем, зеленый? Должны. Чего нет-то? Итого 147. 30 метров поверните налево. Через 3,3 километра будем опять куда-то уходить. Короче, на находку я дороги не знаю. Повторюсь, я там еще не был. Это еще такая, вообще такая, чуть дальше Владивостока, да, понимаете? Это как-то раньше казалось, ну когда-то давным-давно крайняя точка это Алматы. Кажется, нифига. За Алматы еще есть Талдыкурган. Я помню, раз туда поехал. Был там. 10 дней там прожил. Меня гнали как собаку с Франции туда. Вез семена сахарной свеклы. GoPro, стоп-видео.